Здравствуйте, друзья! С вами снова программа «Вопросы и ответы», в которой я сначала расскажу все, что захочу, но потом погадаю кому-то из вас на картах. Вы знаете, сколько мир стоит, сколько человечество осознает себя, столько оно пытается вывести некую формулу любви. Люди пишут художественные произведения, научные трактаты, цель которых во многом разгадать вот загадку любви. Что же такое любовь? Откуда она берется и куда девается? Как ее вызвать? И что ее, напротив, исключает или убивает? И человечество, складывается такое впечатление, бьется над этой проблемой действительно века и тысячелетия. И за это время определений любви придумано очень много. Вы наверняка их тоже знаете и читали. Определения эти философские, социологические, психологические, физиологические даже есть, физические, химические, как угодно. Да? Я думаю, что каждая из этих теорий имеет право на существование, с каждой не поспоришь. Ну и я вам сегодня тоже хочу предложить один из вариантов формулы любви. Теория называется так: любовь-удовольствие. Любовь – удовольствие. И суть ее состоит в том, что любовь есть достаточно сложный набор удовольствий, которые один человек, любящий, получает, находясь рядом с другим, с объектом своей любви. То есть, грубо говоря, получается, что мы любим не другого человека, а любим вот тот набор удовольствий, которые получаем, находясь рядом с ним. И вот здесь напрашивается первый оптимистичный вывод. Если вас кто-то не любит, если вас кто-то игнорирует, не замечает или намеренно отвергает, у вас нет повода расстраиваться, переживать, испытывать чувство неполноценности или злиться на этого человека, потому что он всего лишь не испытывает удовольствия от вас, от того, что вы можете ему дать. Он не способен на это. Для него факторы, которые раздражают рецепторы удовольствия в мозгу, лежат где-то в другом месте. Понимаете, да? То есть вот так вот все просто, и либо у вас нет данных, нет ресурсов, которыми вы могли бы, которые ему нужны этому человеку для получения удовольствия. Либо эти ресурсы у вас есть, так часто бывает, но вы их почему-то ему не даете, придерживаете. Мы сегодня будем об этом говорить. И я очень грубо разделила все удовольствия. Нам это пригодится, чтобы складно говорить. Все удовольствия, на которые способен человек, это извращенное существо, разделила на 4 части. Помимо естественных, мы знаем естественные удовольствия, необходимые для всех нас, это еда, сон и удовлетворение полового инстинкта. Это все как у животных. У нас тоже эти удовольствия сохраняются и, кстати, превалируют, они все равно остаются главными для нас. Но человек, конечно, сложнее и напридумывал себе удовольствий всяких разных намного больше, чем кошки и дельфины. 4 группы. Первое – это эстетическое удовольствие. Я думаю, это то, с чего начинается. Все будут лгать и все будут лицемерными, если скажут, что влюбились в кого-то, чья внешность отвратительна, допустим. Да? Потому что все равно первый импульс, первое внимание мы обращаем на внешность. Ласкает ли нам глаз этот человек? И тогда возникает вот какая-то первичное вот это удовольствие, эстетическое я его называю, да, с которого потом все начинается, дальше вы знакомитесь, это уже получается какие-то другие. И вот с этим эстетическим удовольствием все довольно и просто, и сложно. С одной стороны, если его нету, если вы, например, не нравитесь внешне загаданному лицу, да, как мы говорим в гаданиях, не нравитесь какому-то парню, мужчине внешне, увы, с этим ничего сделать нельзя, потому что быстро и безопасно поменять внешность пока еще при наших технологиях невозможно. В будущем обязательно это изобретут. Но пока менять внешность долго, дорого и больно.
Поэтому не получится, если нет эстетического удовольствия у мужчины, а они очень на это ориентированы. Есть известное выражение, помните про него всегда, что мужчины любят глазами. Нам не врут. Мужчины любят глазами. То есть вы должны в первую очередь доставлять ему эстетическое удовольствие, вы должны ему нравиться внешне. Все остальное в этом случае там поправимо или приложится. А вторая новость хорошая. Если все-таки вот это эстетическое удовольствие есть, если он все-таки его получает, если вот он влюбился в ваши глаза, влюбился в ваш изгиб шеи вашей, да, то есть вот он от вас глаз не может оторвать. Девушки знают, да, что когда парень влюблен, он смотрит так неотрывно, да, очень пристально, так что хочется даже сказать, вы на мне дыру протрете. И вот когда вот это эстетическое удовольствие мужчина получает, оно уже никуда не денется. То есть это такой вам карт-бланш, который очень-очень для многого открывает двери, дает много возможностей. Почему эстетическое удовольствие никуда не денется? Потому что подурнеть быстро, так же, как и похорошеть, тоже нельзя, у вас не получится. Потом удовольствие, которые я называю физическими или материальными. Сюда я включаю физическую близость и разные тоже осязаемые вещи, которые как бы ваше общение сопровождают. Это еда, это деньги, это просто предметы материального мира, это обстановка, может быть, даже бытовая, интерьера, даже в котором протекает ваша встреча. Это все материальные раздражители, соответственно, которые могут приносить удовольствие или нет. Здесь, конечно, очень многое поддается коррекции. Почти что все поддается коррекции. А следующий блок удовольствия – это эмоциональные или чувственные удовольствия. Не совсем корректное, но определение, но в русском языке я более подходящего слова не нашла. Это удовольствие на уровне эмоций. Все мы знаем, что люди рады слышать похвалы и крайне не рады слышать критику и претензии в свой адрес. Это все эмоциональные удовольствие или неудовольствие. И последний участок, я думаю, самый такой, что ли, маленький, к радости или к счастью незначительный, это удовольствие интеллектуальное. Это удовольствие, которое мы получаем, разговаривая с людьми, которые нас понимают, которые имеют похожие жизненные ценности и могут поддержать беседу, и могут вникнуть в нашу проблему, могут дать ценные советы, подпеть нам песню, которую мы знаем, это обсудить с нами какой-то фильм, который нам тоже интересен. Это все интеллектуальное удовольствие. В романтическом союзе между мужчиной и женщиной, я думаю, что не так много места именно этим удовольствием отводится. Все-таки мужчина и женщина встречаются не для этого, не для того, чтобы обсуждать творчество раннее Некрасова и позднее Блока, да? Вот. Но, тем не менее, для многих это удовольствие может быть значимым. Естественно, ни в одной паре не существует, ни одна пара, вернее, не держится на одном удовольствии, которое люди получают друг от друга. Нет такой пары, которые вот только влюблены во внешность друг друга. Явно там что-то есть еще, ну, как минимум физические удовольствия. Поэтому вот эти вот 4 разных вида удовольствия самым изощренным, самым сложным способом переплетаются, сочетаются друг с другом, или друг друга дополняют, или где-то исключают, друг другу мешают. То есть, по сути, вот эта сумма удовольствий, а я не зря использую математический термин «сумма», потому что здесь нам нужна математика, потому что нам нужно выводить некий коэффициент, то есть число, маленькое или большое, положительное или отрицательное. Поэтому вот эта сумма удовольствий, конечно, во-первых, значение может иметь очень разное, от минус без
хотел сказать от нуля, а потом от единицы. Нет, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Да? Минус бесконечность — это будет крайняя нелюбовь, игнор и отрицание. Плюс бесконечность — это готовность жизнь отдать за любимого человека. Вот. И кто что любит, естественно, встает вопрос. Вот мы назвали 4 вида удовольствия как минимум. И, естественно, встает вопрос, какое будет вот для вас именно в вашей паре главным. Ну, это вам виднее. То есть вы видите человека, вы с ним общаетесь, вы должны логически или интуитивно это понимать, что данному человеку приятно, что ему приятнее на первом месте, какое удовольствие для него, а какое он может задвинуть на второе место. Ну, вот, например, у вас может быть парень, который такой эстет, который вот именно любит глазами, понимаете, и он ценит вашу внешность. Тогда ему нравится, когда вы бесконечно хорошо выглядите. Ему нравится, как рассматривать, как сверкают ваши волосы. Ему нравится рассматривать на вас какие-то наряды, которые вам бесконечно идут. И при этом такой человек может быть совершенно равнодушным к, например, к еде, да? То есть его не надо кормить, его не подкупишь, его не купишь, не убедишь борщом, например, и не доставишь ему удовольствия этим. Этот человек может быть абсолютно также равнодушен к эмоциональной части ваших отношений. То есть похвалите его или наоборот закатите истерику, хлопните дверью или кинетесь на шею, ему может быть тоже абсолютно все равно. Вот ему надо, чтобы вы были красивые. А дальше просто хоть трава не расти. А есть такие герои, есть совершенно другие. Есть мужчины, которым достаточно, чтобы женщина была, скажем так, не противна, то есть хотя бы не оскорбляла эстетическое чувство его, но он будет очень ценить физическую сторону, например, близость, насколько они совместимы именно физической близости. Он будет это ставить на первое место, ценить объемы физической близости, качество и чистоту. При этом он будет совершенно равнодушен к интеллектуальному, например, статусу женщины. То есть он не собирается с ней вести беседы, разговаривать, будь она хоть трижды дура. Для разговоров у него есть приятели, брат, там еще кто-то. Да? Он эту свою часть потребности удовлетворит где-то в мужском мире. Вот. А от женщины нужно вот это вот и так далее. То есть в самых причудливых, в самых разных сочетаниях, конфигурациях вот эта вот история складывается. И когда удовольствия вот эти собираются все вместе, какого-то мало, какого-то много, вот это все дает сумму удовольствия, которую мы и называем любовью. Любовью. И получается так, что вот любить могут все. Часто женщины спрашивают, да, даже про какого-то конкретного мужчину бывает, а может быть он вообще не умеет любить? Нет, не надо так думать, не надо это подозревать, на это списывать. Получается, вот согласно нашей концепции любовь, удовольствие, любить умеют все, потому что все умеют испытывать удовольствие. И человек так устроен, что он к удовольствиям тянется. Другое дело, что любят все по-разному, потому что конфигурация, вот набор, клубочек этих удовольствий очень из разных кусочков состоит. Это очень такое пестрое одеяльце, понимаете? А здесь полезно, чтобы разобраться в конфигурации там этих удовольствий, которых жаждет человек от вас получить, можно и нужно смотреть его гороскоп рождения. В частности, положение Венеры очень много сообщает. Так, например, вот люди с воздушной Венерой очень ценят эстетические удовольствия, эстетические наслаждения. То есть действительно любят глазами, любят девушку за красоту. И интеллектуальный, за то, что есть о чем с ней поговорить. Люди, у которых земная Венера, там в Тельце, например, более склонны потреблять удовольствия физические, такие как вот именно физическая близость, деньги, еда,
Это все, что тоже в данном случае не абстрактные какие-то деньги, а те, которые вот присутствуют в вашем союзе, материальный мир, который присутствует в вашем союзе. Это может быть даже качество простыней, простите, там, шелковые или какие-то попроще. Вот. Люди водные, водные и даже огненные очень ценят эмоциональную составляющую. Они получают удовольствие от таких эмоциональных поглаживаний. Очень любят похвалы, внимание к ним, сочувствие, заботу о них. То есть вот от гороскопа очень многое вот это вот зависит. И здесь встает вопрос, кто же нуждается в романтической любви? Вот вы должны понимать, да, мы говорим, что вот мы все, скажем, можем, способны получать удовольствие от близости с другим человеком, да, и это удовольствие мы будем называть любовью. Но мы неизбежно каждый день с вами потребляем удовольствие и из других источников, не от романтической любви. Этих источников масса. И вот тут появляется вопрос, кто же вот эти люди, которые очень сильно нуждаются именно в романтической любви? А я вам скажу, это люди, вот знаете, это те, может быть, я про вас говорю, но больше всего в романтической любви нуждаются те персонажи, которые не могут, не умеют взять достаточно удовольствия, вот для насыщения, да, достаточно удовольствия из других частей жизни, из других кусочков жизни, из работы, из творчества, из общения с детьми или родственниками, от дружбы, от прочтения какой-то книги, от чего угодно. То есть на самом деле удовольствиями, вот совершенно сверх даже меры, и без романтической любви можно набраться. Многие так живут. И вот я тоже хочу обратить на это внимание. Если вы испытываете прям такую, знаете, отчаянную потребность, жажду любви, романтическую жажду любви, а много таких девушек, я это делаю вывод из комментариев. Видите, ведь в комментариях буквально каждый второй комментарий звучит как крик души. Ну когда уже? Я не могу ждать, мне так тяжело, я умираю без любви. Это, знаете, сигнализирует о чем? Это как вот ваш организм, когда у вас что-то там, не знаю, кожа сохнет или язык шелушится. Это организм сигнализирует о нехватке каких-то витаминов и микроэлементов. Точно так же ваша жажда романтической любви сигнализирует, прям услышьте сейчас звук сирены вот с проблесковым маячком, да, сигнализирует о том, что вы не добираете удовольствия в жизни. Если ваша жизнь полностью состоявшаяся и состоятельна, у вас удовольствий очень много, и вам романтическая любовь особо-то не нужна, она даже может быть для вас лишней. Шекспир писал: «Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а к тем, кто гонит прочь, бросается на шею». Очень объяснимо, да, с точки зрения вот нашей сегодняшней позиции. То есть за любовью бежит человек, жаждущий удовольствий, у которого нет этих удовольствий. Соответственно, удовольствия убегают от него, да, но это по законам Вселенной так происходит. Вот. А если в вашей жизни так полная чаша, то любовь свалится против вашей воли даже на это, потому что подобное притягивает подобное. И если у вас много удовольствия, и вы сыты ими, то и романтические удовольствия, романтическая любовь тоже притянется, понимаете? Вы становитесь магнитом для удовольствия, если живете в свое удовольствие. О, новое, по-моему, изречение какое-то достойное баннера, да, растяжки в спальню. Вот что я хочу сказать. И вот, кстати, вот с этой темой недостаток удовольствия, любовь и жажда любви связаны очень тесно еда и полнота. Потому что еда – это самое естественное, простое и необходимое удовольствие. Вот. И едой на самом деле мы замещаем все. Если в работе не состоялись, наедаемся, заедаем. Если с подругой поссорились, заедаем. Если платье
мало, а оно, естественно, становится при таком режиме мало, опять мы это заедаем. И недостаток любви романтической тоже люди очень активно заедают. И чаще всего сладким. Недостаток любви заедают сахаром, замещают сахаром. И вот видите, такой образуется порочный круг. Мы много едим, потому что нам не хватает любви, не хватает удовольствия. Мы это удовольствие из зефира, из шоколадных конфет, из пиццы пытаемся получить. Но в результате наедаем такие вот лишние килограммы, да, тем самым снижая свои шансы на романтическую любовь еще сильнее. Да? Это порочный круг, из которого, конечно, очень многим нужно выбираться. И вы, кстати, в этой связи замечали, что влюбленные, а может быть за собой, например, вот я это очень замечала когда-то в молодости, влюбленные очень сильно худеют. Вот когда ты влюбляешься, ты очень сильно хорошеешь, потому что ты худеешь. И все думают, правда, почему влюбленные худеют? А я скажу, они просто меньше едят. Влюбленному человеку удовольствия от любви достаточно. Уже не надо столько есть, чтобы вот взять удовольствие это от еды. Вот и все, такое идет похудение. А вообще вот эта отчаянная жажда любви романтической, девочки, женщины, я хочу вам вот специально как-то вас предупредить, может сыграть и играет со многими злую шутку. Понимаете, когда вы ищете любовь, гонитесь за нею, с вами это сыграет злую шутку, потому что вы уподобляетесь голодному человеку. А голодный человек ведь съест все попало. Вот сами знаете, да, когда некогда было поесть, и ты бежишь, ты уже все, хоть чебурек на вокзале купишь, ну просто чтобы как-то забить. И точно так же жажда любви выглядит. То есть если вы вот прямо вот в таком эмоциональном голоде, в жажде любви находитесь, ну это голод, жажда, да, это здесь одно и то же, то вы можете кинуться на чебурек вокзальный. То есть вы поторопитесь получить вот это вот удовольствие очень сомнительного качества и от очень сомнительного объекта. И многие на этом довольно сильно, да, портят себе жизнь. Как соотносится теория позиций? Помните, в последних, по-моему, 2 программах мы обсуждали теорию позиций. Слабая позиция, сильная позиция. Если вы не знаете, то посмотрите эти программы. Как соотносится теория позиции с теорией любовь и удовольствие? А соотносится она очень просто. Так человек, вы, возможно, соглашаетесь на какие-то отношения из сильной позиции, когда цените не то удовольствие, которое вот вам, не знаю, предполагает ваш гороскоп, которое вам нужно. Вы, например, цените не самого человека, не качество человека, который вас добивается, потому что он в слабой позиции, а цените его отношение к вам, его любовь, его внимание. Может быть, вам льстит, что он вот стоит вечно под вашей дверью там с букетом гвоздик заснеженных, сцены из какого-то фильма. Вот. И вы просто принимаете не то удовольствие. Он раздражает. Вам нужны удовольствия эстетические, надо, чтобы он вам нравился, интеллектуальные, чтобы с ним можно было говорить, материальные, чтобы он был там привлекателен для вас физически. А вы удовлетворяетесь таким вот суррогатом, соглашаетесь на удовольствие только эмоциональное. То есть это подпитка самолюбия вашего, да, потому что этот вот человек в слабой позиции с вами не спорит, нигде вам не противостоит, смотрит на вас как на богиню, а может и называет богиней. И таким образом вы, условно говоря, вот опять гастрономическим языком, едите не то. А когда вы едите не то, естественно, вы либо не наедитесь, либо отравитесь, понимаете? Поэтому я не рекомендую с сильной позиции начинать отношения, потому что будет токсикация, да. Так же это называется, отравление, токсикация.
Вот. И еще про вот эти вот удовольствия, не знаю, это тоже трудно сказать, это хорошая новость или нет, оптимистическая или грустная. Ну, удовольствия, вот эти не обязательные, это не еда, сон и удовлетворение полового инстинкта, эти необязательные удовольствия, которых море, да, ведь есть же люди, которые от унижения испытывают удовольствие, даже от физической боли испытывают удовольствие. Вот эти вот очень разные человеческие удовольствия могут как появляться, так и исчезать. Они могут проходить по каким-то причинам. И вот тогда мы говорим, и вы говорите, удивляетесь, разводите руками и говорите, куда-то делась любовь. Вот только что он писал, звонил, был постоянно со мной, не отвяжешься, а вот вроде бы ничего не изменилось, я не изменилась, обстоятельства не изменились, не изменилось ничего. А все, он уже не любит, ему не интересно. Естественно, да. То есть эти удовольствия, штука довольно такая зыбкая. И то, что нравится человеку, приносит удовольствие, да, раздражает центр удовольствия сегодня, завтра может не приносить. По разным причинам это бывает. Ну, во-первых, да, опять же, человек так устроен, что хочется новизны, и все приедается. Вы и одно блюдо не будете месяц есть, да, если вас страшно, может, возбуждает яичница сегодня, да, завтра, через неделю. Но если месяц будете есть одну яичницу, вас просто будет от нее тошнить, вы ее разлюбите. Да? Вот точно так же и с романтическими удовольствиями, с любовью происходит. К сожалению, то, что очень привлекает и очень ценится, и доставляет удовольствие, любовь, и приедается, и просто перестает нравиться. По непонятным причинам. Да сколько это с вами бывало? Бывало, купишь туфли, вот как они тебе нравятся в витрине, как они тебе нравятся первые 2 дня, потом смотришь, вообще не нравится. Где были мои глаза, зачем я их купила, да? И это с вещами, а с людьми тем более, потому что там коммуникация-то сложнее, чем с туфлями у нас. Вот, и первый вывод, который... Вот теперь важное, то, что я прошу обсуждать в комментариях. Первый вывод неутешительный, очень-очень для многих. Итак, если мужчина не с вами, ну вот не с вами, не пишет, не звонит, не приезжает, не зовет на свидание и не зовет замуж, то он вас не любит, скорее всего, не любит. То есть у него нет достаточного вот объема удовольствия. Он не может от вас получить столько удовольствия, чтобы это назвать любовью, чтобы в сумме вот это удовольствие имело большой-большой коэффициент, соответственно, у вас была бы большая значимость для этого человека. Нет. Почему? Не приезжает, если он не с вами, не любит, потому что не стремится к удовольствию, а значит удовольствия нету. Но это звучит тоже довольно просто. Если бы это было так просто, но нет удовольствия, знаете, как бы на нет и спроса нет. Если бы, кстати, вот на этом можно было остановиться, я бы эту программу не затевала. Я бы не затевала этот разговор, потому что я всегда вам рассказываю что-то, чтобы показать какую-то дверцу со скрипом открывающуюся, показать вам какой-то выход, ответить не только на вопрос, кто виноват, но и на вопрос, что делать. И поэтому это не просто на самом деле. Чаще в отношениях какие-то удовольствия мужчина все-таки видит, какие-то имеет. Ну, а иначе с чего бы у вас все началось? Как бы вы оказались просто вместе, да, рядом? Какие-то удовольствия мужчина все-таки испытывает. Но либо эти удовольствия вот недостаточные, но просто маленькие, либо или эти удовольствия, вот суть нашей программы, нашего разговора, эти удовольствия перекрываются неудовольствиями, которые тоже он испытывает рядом с вами в связи с вашим общением. И здесь какой-то простой пример я должна привести. Ну вот, например,
есть некий мужчина, есть какой-то герой, с которым вы живете в разных городах. Между городами 4 часа езды на электричке. И этот мужчина влюблен в вашу внешность, вы, безусловно, ему нравитесь внешне. И ему приятно вас трогать, осязать, ему приятна близость с вами. Ему даже приятно с вами разговаривать. То есть вы в его глазах умная, деловая и полезный советчик. Вот, аж 3 удовольствия мы наскребли, да? А мужчина к вам почему-то не приезжает. Почему? Ну в чем дело, да? Вроде бы вот этих 3 удовольствий в сумме-то должно быть достаточно, чтобы он приезжал. А его нет, не приезжает. А потому что, именно потому что у него есть одно, но очень веское, для него, естественно, для кого-то нет, для него веское неудовольствие, которое он должен переживать всякий раз, чтобы с вами встретиться. Это вот эта поездка 4-часовая на электричке из своего города в ваш. И представьте, что ему вот эта поездка может доставлять такой дискомфорт. Он голоден, он устал после работы, нет времени, не любит и людей, там, электрички, может быть, у него фобия вокзалов и так далее. То есть вот он испытывает прям неудовольствие от этой поездки, и все. Там были удовольствия, то есть со знаком плюс, здесь неудовольствие со знаком минус. Все это складывается, суммируется, и мы получаем 0. Понимаете, на выходе мы получаем 0, поэтому мужчина к вам не приезжает. То есть в сумме он к вам как бы кажется, что равнодушен, а на самом деле нет. Он не равнодушен. Он вас прям вот одной своей половиной любит, а другой половиной сильно не любит электричку, на которой надо к вам ехать. Ну и согласитесь, что ведь тут понятно, что делать, да, даже из этого примера. Вы можете усилить его любовь, очистить, так сказать, от скверны, если переедете в тот же город, окажетесь близко и будете рядом жить, и все, это неудовольствие уйдет, удовольствия останутся. Вот вам, пожалуйста, любовь, вот берите вашего героя на блюдечке с золотой каемкой и, по сути, все. Или второй вариант здесь может быть. Вы, например, не можете переехать или не хотите по каким-то причинам, но вы можете усилить какие-то другие. Можете усилить какие-то другие удовольствия для него. Например, хорошо его кормить всякий раз, когда он приезжает. То есть объем удовольствия за счет еды, за счет вот того самого красного украинского нажористого борща у него увеличится, с которым вы его ждете, с этим борщом. И все это перевесит вот это неудовольствие от поездки в электричке. То есть здесь такая, знаете, вот идет математика. Чтобы математически вот это все оценивать, надо, конечно, довольно критическое мышление иметь, которое у влюбленных женщин, как мы знаем, отсутствует полностью. И нужно так, в общем, рассуждать довольно-таки холодновато. Пример с электричкой. Он мне показался хорошим, потому что он так звучит, как школьная задачка. Все понятно, решили, забыли. Но чаще все-таки не так это происходит. Чаще мужчина получает от девушки, от вас, например, эстетическое удовольствие, то есть он балдеет, глядя на вас, ему страшно нравится ваша внешность. Он получает с вами физическое удовольствие, тянется к вам потрогать вас, естественно, мечтает о близости, ему это все страшно нравится. Он получает даже от вас, может быть, и рядом с вами интеллектуальное удовольствие. Ему нравится с вами разговаривать, то, как вы нестандартно мыслите, сколько вы книжек прочитали, и какие там, не знаю, разговоры о блеснах можете с ним поддержать. Но он получает неудовольствие, и вот этот случай самый распространенный, и самый частый, и самый, кстати, легко решаемый, но почему-то никто не решает. Но этот мужчина испытывает эмоциональный дискомфорт, эмоциональное неудовольствие рядом с вами, который тоже все перекрывает. А неудовольствие от чего? Это критика, естественно, претензии. То есть это
опять же, грубо говоря, многие сейчас меня не поддержат, это ваше плохое поведение. То есть он говорит, вот, например, он обсуждает вас с другом с каким-то своим и говорит: ой, такая красивая девушка, вот глаз не могу оторвать, и она так хорошо пахнет, я так просто жизнь готов отдать за ночь, да, это как поется там в опере, вот, и умная такая, так интереснее с ней разговаривать, но как ни приду, она постоянно мне выставляет претензии, она меня ругает, не поддерживает, критикует, возможно, даже при третьих лицах. И все, понимаете? Неудовольствие колоссальное мужчина испытывает. Я уже не говорю, сейчас не отвлекаюсь на то, что критиковать и предъявлять претензии вообще никому нельзя. Для претензий, на минуточку, вообще это вот ко всем относится и к любым жизненным ситуациям. Для претензий у нас есть юстиция, суды у нас есть для претензий. То есть вот все основания, по которым вы можете какому-то человеку предъявлять претензии, неважно, кто этот человек, перечислены в законах и подзаконных актах. Если этого нету, все, вы этой возможности абсолютно лишены. Но вы поняли, да, что девушки там, в начале отношений, и уж тем более как жены, очень любят мужчин. Пилить это называется. Вы его пилите, он испытывает от этого неудовольствие, которые исключают, да, перечеркивают все остальные удовольствия. В итоге он, недовольный от вас, уходит, вы разводите руками и не понимаете, как же так получилось, в чем же дело. Да, я уже сказала, что может нам пригодиться потом в будущем такое понятие, как значимость. Значимость – это объем, это вот сумма, объем вот этого удовольствия, как бы объем, соответственно, любви. Если объем большой, высокая ваша значимость, и тогда высокая значимость, да, и мужчина тогда плевать, сколько часов ехать на электричке. И если объем удовольствия маленький, любовь маленькая, значит ваша значимость для этого человека низкая. И значимость бывает, конечно, тоже очень-очень разная. Вот как я уже сказала, от минус бесконечности до плюс бесконечности. На эту тему, кстати, вот на этой теме значимость держатся сюжеты всех индийских фильмов. Все индийские фильмы, как известно, про любовь. И вот там такой сюжет. Влюбленный парень и девушка настолько друг другу становятся значимы, что и бросаются в бушующее море, и ввязываются в разборки с бандитами, и закрывают друг друга от удара кинжалом. Да? То есть это вот индийское кино, это все как бы иллюстрация к понятию значимости. И второй вывод, оптимистический, который мы из моей теории сегодняшней выносим. Вывод такой: можно вырастить любовь, провоцируя, вызывая у объекта вашего внимания удовольствие, принося ему эти самые удовольствия. Важный момент, конечно, понимать, что данный человек хочет. Вот что приносит ему удовольствие, что нет. И вот в моей практике я много вижу ошибок именно на эту тему. Потому что вы судите о другом человеке, естественно, по себе. И то, что вам приносит удовольствие, не обязательно приносит удовольствие ему. Он видит любовь по-другому и ждет от любви другого. Это, знаете, как с подарками бывает. С подарком на день рождения. Иногда вот так грубо не угадаешь. Потому что ты вроде бы покупаешь человеку что-то, что ценно для тебя, что ты страшно хотел бы получить сам. И ты трепещешь, и тебе это кажется очень ценным. Ты покупаешь ему, там, я не знаю, нефритовые шахматы, да, о которых ты сам мечтаешь. Но ты другу своему какому-то на последние деньги покупаешь и хочешь его по-настоящему одарить. А он смотрит на них, что за фигня? И он отложит их или вообще передарит куда-то сразу же. Вот так же и с удовольствиями в любви. То, что может быть ценно для вас, у вас тоже свой набор удовольствия, который вы получаете, для него не имеет абсолютно никакого значения.
Вот. И наоборот. Как узнать, понимать, что именно приносит вашему герою удовольствие? Логикой, то есть собирать сведения, знаете, вот логически мыслить. Ну, понятно, что, например, если у вашего героя какая-то творческая профессия, то, скорее всего, он любитель интеллектуальных удовольствий. Не обязательно, но, скорее всего, он любит интеллектуальные удовольствия, такие, знаете, задушевные беседы об, там, не знаю, направлениях в живописи начала XIX века. То есть, если человек, скажем, такой практичный, просто устроенный, с какой-то такой, ну, скажем, незатейливой, грубой профессии, то, скорее всего, этот человек жаждет физических удовольствий. Такого человека нужно кормить хорошо тем же самым борщом. Ему нужно давать регулярную вот половую эту близость и, скорее всего, ну, какой-то комфорт, скажем, бытовой. Хотел сказать деньги, но всякий раз, когда говорю деньги, я это понятие заявляю как широкое понятие, да? А меня всегда понимают это очень узко. Все сразу скидывают деньги, представляя прям купюры такие вот, пачечки. Поэтому нет, скажем, материальную обстановку, материальный мир вокруг вас. И второе, да, гороскоп. Смотрите в гороскоп, там все это написано, кто что ценит, кому что в любви нужно и у кого путь к сердцу через что лежит. Да, говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Очень верное утверждение. Но есть такие персонажи, есть такие экземпляры, которых еда не интересует, абсолютно не заводит. И такого борщом не купишь. Но купишь чем-то другим, например, похвалой какой-то, очень точечной, вовремя сказанной. Вот, и поэтому, да, я вас призываю к этому, если вы сейчас вот именно в том месте, где мои программы должны вас застать, если вы в каких-то отношениях уже длящихся, или они только начались, или вы жаждете отношений с каким-то человеком, или даже с будущим потенциальным, вы еще не знаете, кого хотите встретить, то вот мотайте на ус. Любовь выращивается у другого человека, когда вы даете ему удовольствие. Желательно те, какие он хочет и которые он ценит. Потому что, да, кстати, вот в противном случае, если вы даете человеку, даже навязываете в большом объеме какие-то удовольствия, которые ему не нужны, от вас будут шарахаться. Помните, здесь очень тоненькая грань между, вот, как я говорю, давайте ему удовольствие, и той демьяновой ухой, когда вы прям почуете, суете человеку какие-то удовольствия, которые ему, ну, вообще не нужны. Очень распространенная тоже ситуация. Мне кажется, что в браке люди друг другу стараются угодить, дать удовольствия, которые не нужны. Это бытовые удовольствия, как правило. Знаете, это вот переполненные семейные холодильники или лишние котлеты, как я говорю. Это, например, вот женщины, которые много очень готовят, закармливают мужчин, очень стараются, дом доводят до блеска. А мужчина попадается такой, который равнодушен ко всему этому, который пыли не замечает, вкус котлет не различает, может хлебушек с чаем поесть. А женщина старается и все не может никак понять, что же ему, козлу-то, какого же рожна ему надо. Ведь я вот полностью там вкладываюсь и все. А он поговорить хочет, он хочет, чтобы его выслушали. А может быть, он хочет, чтобы жена была красивая, чтобы перед друзьями хвастаться, а не чтобы она в фартуке у плиты стояла. То есть это тонкая грань, это все очень индивидуально. Никаких объективных критериев, ну, таких с гарантией в общем нету. А про примерные я сказала. То есть смотрите на профессию человека, смотрите на его происхождение. Да в конце концов, знаете, надо еще и слушать. Имеющие уши да услышат. Как правило, мужчины любят о себе говорить. Если вы чуть-чуть будете внимательны, вы прямо на первом свидании все услышите. И что он любит, и что он терпеть не может. И все, он вам всю информацию выдаст, всю подноготную, чтобы вы потом ему эти
удовольствие вы давали, а он бы их съедал, и любовь бы его росла, и росла ваша значимость. Вот. И тоже очень важно, я думаю, многие напишут опять, что я учу манипуляциям. Это звучит как манипуляция, да? Это так звучит, что давайте мужчине удовольствие, и он вас полюбит. То есть, да, что-то такое, знаете, лицемерно, коварное. Но послушайте, а тогда вопрос к вам. Вы ведь заявляете, или мы предполагаем, что вы любите этого мужчину, да? А если вы его любите, безумно, как говорите, вы, естественно, должны хотеть, это должно быть ваше вот такое желание изнутри давать ему удовольствие. Если вы не хотите давать ему удовольствие, а наоборот у вас потребность заставлять его страдать, то вы его просто не любите. В этом очень легко убедиться на примерах. Вот, например, мать. Безусловно, любит своего ребенка. Что она делает? Она естественным образом всю жизнь, каждый миг жизни старается приносить своему ребенку удовольствие, радовать, повкуснее приготовить, потеплее одеть, помягче спать уложить. Да? Это естественное стремление. Это проявление любви, когда вы хотите человека одаривать удовольствиями, а не страданиями, не приносить ему неудовольствие. Поэтому да, сами решайте, манипуляция для вас это или нет. Если вы не любите человека и не хотите его делать счастливым, да, приносить ему удовольствие, то это будет манипуляция. Но если это любовь, то вы будете это делать естественно и искренне, это не будет манипуляция. И вот, кстати, в этом смысле, давайте вспомним опять нашу любимую Олю Рыжову. Она у нас такой антигерой каждой программы, потому что вот здесь вот Оля Рыжова пишет своему Юрию Григорьевичу, да, письма о любви. Она пишет: я люблю, люблю любовью. Вот это все. Там же тексты приводятся этих писем. Вот. А на самом-то деле она знает прекрасно, что он эти письма получать не хочет, что ему это крайне неприятно, потому что он ей прямым текстом говорит: ты заставишь меня входить в кабинет через окно. И она знает, что с каждым письмом вот, она несет ему неудовольствие, но она продолжает это делать. Вопрос, о какой любви идет речь, если она намеренно несет дискомфорт якобы любимому человеку? Я не верю в ее любовь. Вот на этом основании. Вот так. Любовь – это желание давать удовольствие. Только так. Тут пример может быть хоть с ребенком, хоть с котиком, если кому-то так ближе, да? С котиком. Вы котика, если любите, вы же корм самый дорогой покупаете, состав в магазине читаете и так далее. Несете удовольствие ему. Так что это не манипуляция. Я предлагаю вас вкладываться в отношения, выращивать любовь человека, принося ему удовольствие. Насколько я раскрыла тему, думаю, что недостаточно. Мы только ее очень поверхностно коснулись, но опять же, имеющие уши да услышат. Если вы хотите воспользоваться и привлечь любовь, или продолжить любовь, или завоевать чью-то любовь, то вы основные тезисы поняли, а детали додумаете и сделайте все сами. В любом случае, напутствие вам такое. Это Христос, кажется, сказал: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Поэтому не бойтесь, не жалейте удовольствия, которое вы даете другому человеку. Потому что если вы в этом будете скупы, то вы также скупо любви получите. Также скупо. Вот. Ну вот, собственно, тема исчерпана у меня. Далее, как всегда, новости про нашего любимого Джонни Деппа, потому что мы не забываем, что у нас еще и клуб поклонников капитана Джека Воробья. Говорят, но пока это только слухи, на уровне слухов, что компания Disney, позорно разорвавшая с Джонни в 2018 году все контракты, предлагает ему теперь, замрите и вслушайтесь, $300 миллионов. 300 миллионов долларов за одну только роль в одном только фильме из цикла, новом фильме из цикла «Пираты Карибского моря».
чувствуете, да? Слухи, но дыма без огня не бывает. Вполне возможно, что наш Джонни очень поднимется на вот этом скандале и своей вот этой бывшей жене, злодейке Эмбер, я не считаю ее злодейкой, я уже об этом говорил, скажет спасибо, да еще и должен будет отстегнуть ей, потому что это же она кашу-то заварила. Даже 300 миллионов это невиданный, 20, 30 они получают, 50 кто-то, по-моему, Леонардо Ди Каприо или этот... Брэд Питт получили у Тарантино за Леонардо, наверное, 50 миллионов. Но 300, об этом даже ни с кем еще не говорили. А у него, возможно, будет. Вот так. Отличные новости. Далее, про ваши комментарии. 100 раз вам благодарна. Поверьте, вот каждый раз сердце кровью обливается, когда я отвечаю, вернее, отмечаю ваши вопросы, на которые ответить, на какие нет. Потому что, конечно, хочется ответить на все. Все они очень содержательные. За многими чувствуется какая-то такая драматическая, очень серьезная личная история. И мне очень жаль, что нет такой возможности. Чтобы отвечать на все вопросы, которые вы присылаете в программу, мне придется видео снимать прям буквально каждый день. Я не могу себе позволить такой роскоши по времени. И отдельное спасибо вам в комментариях к последним 2 программам я нашла очень много советов и ссылок на произведения. Вы советуете аудитории, мне, и я сейчас оглашу список. Это фильмы и книги, которые надо прочитать. Все это так или иначе про любовь. Итак, это мы советуем друг другу. Если вы не знаете сейчас, что вам почитать или что вам посмотреть, я собрала из всех комментариев и вам хочу огласить. Это фильм «Безымянная звезда» с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским. Старый фильм, но такой очень трогательный. Затем «Мосты округа Мэдисон» – это тоже кино. «Париж подождет» – это тоже кино. «Герой нашего времени» – это книжка прекрасная абсолютно. Я в детстве была ей увлечена. Это Лермонтов. Потом «Частица вселенной» – это написали сериал, это я не знаю, я не смотрела этот сериал. «Тариф на лунный свет», по-моему, тоже кино я не смотрела. «Невыносимая жестокость» – это фильм. И книга Макса Фрая «Жалобная книга». Она так называется. Давайте это будет наш шорт-лист. Это то, что мы должны вот на каникулах, внеклассное чтение, в порядке внеклассного чтения прочитать. Ну а лучший комментарий на тему «Что читать» нам прислала Марина Кропанцева. Я бы порекомендовала учиться и смотреть, как надо или не надо себя вести у 3 великих Уильямов. Уильям Теккери «Ярмарка тщеславия», Уильям Сомерсет Моэм «Театр» и все произведения Уильяма Шекспира. Марина, спасибо. Какой-то универсальный совет, такой на все времена. И теперь я буду отвечать на ваши вопросы. Я буду отвечать на ваши вопросы вместе с картами. Юлек 888 пишет: собираюсь в скором времени переезжать в другой город и хочу узнать, стоит или нет конкретно. Интересует работа, сложится у меня там все с работы и буду ли я зарабатывать хорошие деньги. Мы задаем вопрос. Если у вас есть подобный вопрос, вы можете присоединиться. Тогда карта ответит и вас. Итак, Юлек 888. Как вот у этой зрительницы сложится жизнь на новом месте, если она переедет в другой город? Нам было бы интересно, не знаю, мы же любопытные, да, у нас же мы и смотрим эти видео, и здесь а я и пишу их из-за этого. Мы все очень сильно любопытны. Вот написали бы, в какой город, из какого в какой город, а? Вот насколько было бы информативнее, и нам интереснее, и картам, я всегда говорю, и в персональных, в частных гаданиях. Вот когда я разговариваю с людьми в скайпе, я прошу называть и города, и страны, и имена,
потому что это надо картам. Карты лучше ответят на ваш вопрос, если вы спросите, стоит ли мне переезжать, там, не знаю, из Ашхабада в Мехико. Вот. Ну, а так немножко для карт это обезличено. Карты любят имена собственные, понимаете, в чем смысл? Поэтому всегда и общее гадание, когда вы смотрите, тоже про себя или вслух, но вы называете имя. Лучше будет, вот просто мне поверьте. Вот. Название города мы не знаем, откуда, куда вы едете, но мы думаем, наверное, что вы знаете, да, куда ехать. То есть не худший вариант себе выбрали, не ухудшение условий. Ох, какие я карты, такие здоровенные взяла, но специально, чтобы вам было лучше видно, так более наглядно, это как наглядное пособие, как в школе, и я с указкой. Мечта, ну, в следующей жизни, опять же, я все свои мечты на следующую жизнь откладываю. Так. В новом городе как у вас сложится с работой, со всем остальным? Раз. Два. 3. Денежная карта есть. Есть Паш Пентаклей. Денежная карта. Это хорошая новость. То есть, по крайней мере, может быть, это не самая большая, но какой-то доход будет. То есть новые деньги, связанные, естественно, с переездом, вот с этой новой работой, у вас будут. В целом, карты же вам обещают жизнь хлопотную, в конкурентной борьбе. Вы это место под солнцем будете брать. То есть какая-то будет конкурентная борьба. Может быть, не самая прям отчаянная, но побегать придется, да, прежде чем вот у вас будет доход и вот эти вот деньги, придется похлопотать, побегать, проявить или приложить силы своего характера, какую-то свою настойчивость, смелость, вот и так далее. Карта Иерофант может быть фигурной здесь, она указывает на некую мужскую фигуру, да, некий мужчина, здесь непонятно кто, но он ждет вас в том другом городе, этот мужчина. В каком качестве? Может быть, это какой-то хороший, правильный, мудрый начальник, такие бывают, покровитель человек, или учитель, если вы там задумаете подучиться или переучиться. То есть Иерофант, я думаю, здесь обозначает именно персону, знаете, какую-то поддержку очень мощную, духовную, нравственную поддержку другого человека. Иерофант – это всегда герой, указывающий путь, то есть с чьей-то подачи, с чьей-то подсказки, с подпиткой внешних чужих каких-то энергий у вас все получится. Это не, ну, может быть, не самые простые, не самые такие, эти, безусловно, счастливые карты выпадают, но в целом они говорят, да, безусловно, у вас все получится, зарабатывать будете, без сомнений, переезжайте, тем более, что переезд, изменение именно географического положения – это самый лучший способ вообще поменяться и поменять жизнь. Иногда даже без этого не обойтись. То есть вот мы хотим же меняться, да, но хотим не переезжать. Вот, не выходя из зоны комфорта, не выходя из собственной квартиры, вдруг поменять жизнь и поменяться не получится. Надо куда-то все-таки переехать. Далее. Не совсем просто поняла вопрос сначала. Марина Пушилина спрашивает. Спросите, пожалуйста, у карт, будет ли все в одном, да, и шампунь, и бальзам, и ополаскиватель. Будет ли все в одном? Муж и любовь, и счастливая семья. А то может быть и не ждать, и бросить эту затею. Срок для гадания, Марина заявляет, 1 год. В течение 1 года встретит ли Марина и все, кто к ней присоединился в этом гадании. Ну вот это 3 в 1. Муж, любовь и счастливая семья. Чудесно, мне кажется. Хорошая триада, да, такая? 1 год, ну, ответственно, короткий срок. Раз.
2. Ну, как-то вы прям догадались. Вас ждет большое счастье на эту тему. Большое счастье. Ждите в ближайшее время, ну, в рамках данного года, новость. Приход страсти, приход нового человека к вам. То есть это рыцарь жезлов вам выпадает. Это тоже портретная карта. Вот такого героя вам стоит ожидать, надеяться на встречу с ним. Огненный человек может быть действительно буквально огненный, то есть Овен. А вы написали дату рождения своего? Ну вы Овен тоже. Овен, Лев или Стрелец. Огненный человек. Но самое главное, что рыцарь жезлов описывает внезапность. То есть страсть и соответствующие жизненные перемены ворвутся в вашу жизнь внезапно. Солнце обещает вообще все. Это старший аркан. То есть исполнение самой главной мечты, наступление ясности, наступление тепла, приход абсолютного счастья в вашу жизнь. То есть мы вам отвечаем: да, не бросайте эту затею. Может быть, здесь пока я не вижу брака и семьи, нет таких карт. Но то, что страсть обжигающая, горячие карты, мне прям руки жгут, и ворвется в вашу жизнь. А дальше, может быть, там это выльется в брак. Захотите вы этого или нет. Подсказочка интересная. 5 пентаклей. Очень хорошая карта для любви. Она говорит, что вы встретите человека буквально, знаете, без которого не сможете обойтись, про которого прям скажете: как же я раньше без него жила. Это будет абсолютное доверие, абсолютное совпадение и даже нуждаемость друг в друге. А он также скажет про вас. И еще, кстати, 5 пентаклей часто обещает не новую любовь, а возвращение старого чувства, возвращение кого-то из ваших бывших. Так что тоже их со счетов не списывайте. А дальше вот такое несколько, ну я читаю не только вопросы, но и комментарии. Алена Палагицкая, да? Угу. Пишет: мне стало легче, когда я сказала себе: я ему не нужна, он меня не любит, и с этим ничего не поделаешь. Хороший ход. Часто так нужно делать, да, избавлять себя от иллюзий, расчищать энергетическое пространство, чтобы в вашу жизнь приходили другие люди или какие-то новые эмоции. Но здесь тоже довольно тонкая грань есть. Вы можете как-то поторопиться, то есть раньше сказать себе, чем надо. Вы еще не разобрались. Он не определился с чувствами. Ситуация еще очень зыбкая. Может качнуться туда-сюда, как в сторону равнодушия, так и в сторону великой любви. А вы уже скажете: все, я ему не нужна. И сбежите. Так часто же тоже любовные шансы люди пропускают. Очень часто. Далее. Елена Козякова пишет: я нахожусь в слабой позиции уже 7 лет. Влюбилась в мужчину младше меня, тоже на 7 лет. Он очень свободолюбивый и независимый. От своей любви я ему не... о своей любви я ему не говорю, но он наверняка знает. Каждый месяц я говорю себе, что нужно все завершить, но как только он появляется, уже хорошая новость, что он все-таки появляется, я иду как крыса за дудочкой. Мы чувствуем друг друга даже на расстоянии. Он моя роковая любовь. И скажите, пожалуйста, вопрос Елены: что ждет наши отношения? Мужчина здесь Стрелец, а женщина сама Елена Овен. Что ждет ваши отношения? 1, 2, 3. Вы знаете, я боюсь, что он вот появляется так редко, как вы написали, раз в месяц, да? Потому что есть другая женщина просто у него. Другая женщина буквально все затмевает, все ваше будущее вот с этим человеком закрывает фигура другой женщины. И карты называют эту женщину прям настоящей соперницей. То есть это не просто какая-то женщина, которая случайно может рядом с ним оказаться. Это именно злодейка, соперница, которая просто не даст вашей истории вылиться во что-то
Серьезно. И видите, двойка кубков здесь есть. Карта про любовь. Но к вашей паре она не относится. Она скорее относится к вот этой паре, к другой. То есть у него любовь, союз, пара, партнерство есть с какой-то другой женщиной. Или будет в ближайшее время. Поэтому это не крах ваших отношений. Что самое интересное, у него, скорее всего, и сейчас есть какая-то женщина, правильно? Если он к вам приезжает раз в месяц. Но ваши отношения же не кончаются, он же все равно приезжает раз в месяц. И здесь карта тоже не обещает вам конец, крах вашей любовной истории. Просто ничего качественно нового, другого не будет, потому что это все у него есть или будет с другой женщиной. А вы в прежнем режиме можете в его жизни оставаться. Далее, вот очень интересный тоже комментарий от зрителя по имени 2М, по-моему, так, если я правильно прочитала, 2М, имя Ирена. Ирена. Я любила парня 5 лет, встречались, общались, проводили вместе время. Я его любила, а он реально нет. Не может такого быть. Он бы не встречался с вами 5 лет, если бы совсем не любил. То есть, если бы у него того самого клубка, комка удовольствия не было, то вот что бы он рядом с вами делал? Он считал нас парой, а я видела его отношения и понимала, что наши встречи ему только удобны. Когда захотел, тогда и приехал. Когда приехал, тогда и вовремя. Вот расстались пару месяцев назад. Я не хочу спрашивать, что делать. Это больно, когда тебя не любят, но пользуют. У меня вопрос относительно моей новой счастливой жизни и новых отношений. Все новое и красиво звучит. Но, Ирена, я хочу сказать, да, что где-то вы все-таки в любом случае заблуждаетесь. Ну, не может быть. 5 лет встречались, а он вообще не любил. Да? Вот промотайте вверх мою программу. Если у него вообще нет удовольствия, никакого он от вас не получает, ни эмоционального, ни физического, никакого, то он и не будет с вами. Вы не будете с ним встречаться, вы просто больше никогда не увидите. Значит, все-таки было удовольствие, какая-то любовь была, но, наверное, набор этих удовольствий суммарный, да, сумма была просто очень маленькая, недостаточная для того, чтобы он, скажем, приезжал чаще или более приближался к вашей жизни, недостаточно для того, чтобы с вами остаться. Маленькая любовь, такая маленькая, и значимость ваша маленькая, но она все-таки была. Нельзя сказать, что не любил. И вот опять же, снова тонкая грань между любит и пользует. Вот честно скажу, я не знаю. Тема-то большая, и я бы хотела бы на эту тему тоже выступить, но мне прежде надо самой разобраться. А я пока не знаю, по каким критериям вот вы различаете, когда любит, а когда пользует. Интуитивно, да, на интуитивном уровне мы всегда это чувствуем, женщина понимает, да, любит или использует. А как вот это переложить на язык логики и математики, я вот не знаю. Ну, надеюсь, что вы правильно считали, да, интуитивно поняли, что это использование и все. Но для Ирены вопрос про новые отношения. То есть в течение года какие новые отношения, новая любовь ее ждет. 3 карты. Раз. 2. Но ждет. 3. Про новое, про новизну, про какой-то вот именно новый старт, увы, карты не говорят. Нет, мы не будем из них выдавливать что-то. Но карты говорят, что в течение этого года вы с каким-то человеком окажетесь прямо в паре. Такая официальная, крепкая пара, и возможен даже брак. Здесь карта влюбленной. Возможен брак, возможен общий дом. И самое главное, отношения будут долгими, немножко жертвенными, и будет какая-то, знаете, такая сильная привязанность у вас друг к другу. Может быть лишняя, может быть чрезмерная, но это опять же определяется и гороскопами. Есть люди, у которых
такие контролирующие люди или жаждущие контроля, у которых любовь и свобода рядом вообще никогда не стоят. Да, может быть, вы из этой категории, из этого разряда. Поэтому вот такой ответ карт для вас. Пара, возможно, брак, но общий дом или общий бюджет, что-то такое материальное, что самое главное объединяет, кстати, людей вместе. Это не разговоры, да, не чувства, это одна общая ипотека перевесит миллион признаний в любви, поверьте. Вот, и так что переживать вам абсолютно не о чем. Единственное, что я, опять же, не могу сказать, что это будет новый человек в вашей жизни. Возможно, это тот, кого вы уже, ну, так или иначе, в каком-то качестве знаете. Многие ситуации, комментарии, истории очень интересные, но вопрос, может быть, некорректно задан картам. Такой вопрос, который не задашь картам, карты не ответят, или я не смогу понять ответ. Поэтому я пропускаю такие вопросы. Дальше. Хана Намити пишет. Предлагаю к рассмотрению ситуацию, когда женщина в слабой позиции, а ее избранник моложе на 9 лет. Ох, это прям, знаете, леди Макбет, да? Какие у женщины шансы? Что вы думаете о такой разнице в возрасте? И заодно спросите у карт про эту пару. Она стрелец, он близнец, что их ждет? Ну, то есть мы предполагаем, может быть, что Хана про себя спрашивает, а может и не про себя. Мы спрашиваем про эту пару. А в целом, что я думаю про разницу в возрасте? Когда женщина моложе на 9 лет, ни у кого это вопросов не вызывает. Ну, моложе, нормально, да? Вот. А когда мужчина моложе на 9 лет, это прямо все бегают, голосят, да? И вы сами переживаете, и окружающие, и подруги тоже. О, за голову, он же младше, там на 9 лет. Вот это вот все. Ну и много оснований действительно переживать, потому что избранник моложе на 9 лет. Я просто в этом вижу, знаете, честно говоря, такой клубок проблем, так их много, что я не знаю, с какой начать. Но здесь, опять же, все индивидуально, что это за пара. То есть люди же тоже не одинаковые и взрослеют не все синхронно, да? Мы не одинаковые. Кто-то более зрелый морально и выглядит внешне в одном возрасте. Кто-то, наоборот, мыслит и чувствует себя и выглядит как-то помоложе. То есть тут, может быть, этот паспортный возраст 9 лет, ну, может двигаться туда-сюда, да? Поэтому тут конкретно не скажешь по этому случаю. В целом я с большим сомнением к таким парам отношусь. К тому, как когда мужчина моложе, ну, намного, да, на 9 или 29 лет. Мне кажется, это все-таки такая история для избранных, более. Ну, это не стандартно, это не, не традиционно, так скажем. Это определенный, ну, эксклюзив. Это может быть очень счастливая пара, очень счастливый брак. Но в целом для большинства, конечно, это путь в никуда. По ряду причин очень много времени займет, если я буду это перечислять. Поэтому отвечаю на вопрос Ханы Намити. Вот у этой пары стрелец-близнецы, да, впереди какое будущее? 3 карты. 1, 2, 3. Мужчина сделает этой женщине предложение о браке. И, кстати, мы зря сомневались, мужчина-то влюблен, и чувства он свои будет очень сильно показывать и обнажать. И даже любовь его усилится. Ну, мы с вами говорили, да? Вспомним начало программы, что объем удовольствия по ряду причин, объективных в том числе, может расти, и тогда растет любовь человека к человеку. И вот здесь карты говорят, что пока этот мужчина в эту женщину все более влюбляется и становится все более страстным, активным и настойчивым. И
Предложение о браке выпадает. Ну, то есть, хорошее, наверное, будущее. Хотя все зависит от того, кто чего ждет, да? Вот. Сария Ахмедзянова пишет. Очень нравится мужчина, но безответно бабочки в животе от одной мысли о нем. Можно ли у карт спросить, будет ли какое-нибудь продолжение? Не могу смириться, что я ему по звезде. Вот спасибо, Сария. Очень хорошее выражение. По звезде. Я буду его использовать в моих следующих видео. Будет ли какое-либо у вас продолжение с этим человеком? Раз. Два. Три. Очень даже. Не торопитесь делать выводы, что он к вам равнодушен. Там может быть, опять же, очень запутанный клубок удовольствий, которые где-то перекрываются чем-то, где-то тормозятся. Карты вообще-то счастливые выпадают. Центральная жрица, скорее, это ваша фигура. Это ваша фигура. Она говорит о вашей мудрости, о том, что вы достаточно готовы подождать в этой ситуации, о том, что вы очень правильно эту историю оцениваете, тем самым вы не торопитесь и продолжаете не торопиться. Тем самым вы повышаете шансы на хороший счастливый исход. А какой исход здесь? Четверка жезлов, свадьба. Вообще карта это описывает. Счастливые и очень легкие, знаете, такие незамутненные по-пионерски любовные истории. Но это карта свадеб, общий праздник, поездка общая такая. И если вы вот не будете торопить события, то у вас какая-то общая жизнь ждет. Другое дело, что вы можете с ним слиться в, скажем так, производственном экстазе, а не в романтическом. То есть, все, смотря что вас связывает. То есть, будет ли какое-нибудь продолжение. Карты говорят умеренность, именно продолжение. У вас впереди с этим человеком какой-то бесконечный путь. Ну, то есть, это может быть как семья, так и, например, совместная работа на благо работодателя или какой-то совместный бизнес. То есть вы с ним долго, полезно и очень эффективно будете идти по жизни рядом. Вот так вот. Возможно, все. Карта очень крупная, очень хорошая. Не отчаивайтесь. Не складывайте руки. Людмила Мила пишет. Я пару раз была в слабой позиции, втягивала сильного позиционера в свою плоскость и теряла впоследствии интерес к нему. Я об этом предупреждала, что можно так заиграться. Видимо, мне нравится процесс. Но сейчас не об этом. Посмотрите, пожалуйста, женится ли мой сын, создаст ли он свою семью, парень домашний, без вредных привычек, получил высшее образование, и ему было некогда ухаживать за девушками. Теперь работает, и опять ему некогда. Работа, дом, девушки нет. Я переживаю как мама, чтобы он не остался бобылем. Илья рак, асцендент в Тельце, семейный, бесконечно семейный. Мальчик действительно имеет гороскоп хорошего мужа, и какой-нибудь доброй девушке он, безусловно, принесет счастье, да, и покой, потому что он домашний человек. Вот такой портрет. О таких мужьях мечтаю, да, которые все в дом, проводят время дома, любят детей, умеет заботиться. То есть действительно гороскоп хорошего мужа, мальчика у этого. И, наверное, семья нужна. Единственное, что я, по-моему, не вижу возраст, вы не написали. А здесь же ключевой возраст, сколько ему лет. Если ему, допустим, 40, то вы можете уже пора волноваться. А если ему там 28, то вам рано еще волноваться. Тут же возраст имеет значение. Женится ли, ну, в обозримом будущем ваш сын Илья, Людмила? Раз, два, три,
Нет, вот знаете, такого простого, легкого ответа на вопрос нету. Скорее у него будут отношения, ну вы об этом узнаете, он, наверное, вам доверяет. У него будут какие-то отношения, у него будут серьезные намерения по отношению к какой-то девушке. У нее, возможно, тоже. То есть у нее будут отношения, которые, ну вот, как покажется, ведут к браку. Однако это будет запутанная история с расставаниями. Может быть, расставание не на совсем. В общем, отношения и расставание, пока карты ему обещают. Непонимание. Вроде бы намерения серьезные будут у обоих, но будет и непонимание. Не ссоры, а именно невозможность договориться на какую-то тему, по каким-то принципиальным ключевым вопросам. И они расстанутся. Потом, когда пройдет время, скорее всего, снова сойдутся. Но пока нет, в ближайшем будущем нет семьи. Не создаст, но, опять же, все-таки решать ему. Мы не вправе решать судьбу за других людей, даже если это наши дети. Может быть, он хочет быть один, не знаю. Прошу прощения за паузу, я уже вижу, что очень много времени. И стараюсь выбрать вопросы самые интересные, самые полезные, наверное, для всех. Угу. Сейчас все будет. Вот, хочу прокомментировать комментарии. Мария Анна пишет: у меня два вопроса. Верите ли вы беспрекословно своим раскладам и следуете ли им? И личный, по судьбе ли мне разбогатеть, как Татьяна, если я бесприданница? Вот такой у меня комментарий. Татьяна Ларина из произведения Пушкина Евгения Онегин не бесприданница. Там об этом вообще речи нет. У нее с приданым все отлично. Она дочь процветающего помещика. Она не бесприданница. Это не надо путать. Она была богатой и стала еще богаче после замужества. А бесприданница это другая. Это Лариса Агудалова из Островского. Про нее мы в прошлый раз говорили. Вот, но не суть. Вопрос ваш мы картам зададим. Как я отношусь к своим раскладам, следую или нет? Да. Причем общие расклады, гадания, которые я выкладываю здесь на канале, для Тельца, а у меня Солнце в Тельце, в этом знаке, очень для меня сбываются. Прям очень-очень. Хотя я себя до конца Тельцом не считаю. То есть у меня очень более смешанный такой гороскоп. Вот. Но гадание для Тельца прямо вот слово в слово. Почему-то, да, безусловно, я верю гаданиям. А следую ли я им? Если мне приходится себе вот раскинуть карты на какую-то критическую ситуацию, то я знаю, у меня работает такой принцип. Если хорошие карты, хорошее предсказание, сбудется или нет, это 50/50. Но если я вытаскиваю себе плохие карты, оно обязательно сбудется. Вот просто на 100%. Поэтому, да, безусловно, я следую. Если я там собираюсь куда-то или хочу просто узнать, как пройдет мой день, я спрашиваю карты, и там плохие карты, то я концентрируюсь, стараюсь, если не избежать, то, по крайней мере, не допустить каких-то больших последствий. Если мне выпадает какая-то безобразная ссора, то я более корректно себя веду и действительно вижу повод, действительно вижу обстоятельства, которые меня на это провоцируют. Но если бы я не видела до этого карты, я бы кинулась, как всегда, грубо с кем-то ругаться. Вот. А поскольку я вот это видела карты, да, я промолчу, и потом я очень рада, что я не потратила эмоции на эту гадость и так далее. То есть, да, безусловно, я верю.
Итак, мы поняли, что Марианна планирует разбогатеть в браке. Да? Вы хотите выгодно выйти замуж. Похвальное желание. Я думаю, оно более оправданное, более органичное для женщины, вот брак по расчету, чем очень многие другие желания. Да? Чтобы никого не обидеть, я не буду перечислять, что я считаю неорганичным, какие желания женские, связанные с личной жизнью. Ждет ли вас богатый муж? Тоже на всю жизнь не скажу, не буду гадать. Ну, вот в ближайшее время, обозримое будущее. Давайте так, год-два примерно, да? Вы очень молоды, у вас абсолютно вся жизнь впереди. Все сбудется, стоит только это расхотеть. Ну, что скажет карта? Раз, два, три. Вы знаете, вот в ближайшие 2 года ваша жизнь личная действительно сильно изменится. То есть через 2 года вы не будете такой, какая вы сейчас. Будете, скорее всего, жить в другом месте, по-другому, будете по-другому выглядеть и одеваться, и вы будете по-другому мыслить, но мы гадаем на любовь, поэтому эти метаморфозы именно вследствие любви с вами произойдут. Будет ли это выгодный брак? Пока не знаю, прямых указаний на это нет. То есть карты вам не обещают, вот действительно, что вас брак какой-то озолотит. Но все равно здесь пентакли, то есть перемены в личной жизни ближайшие коснутся именно ваших денег, вашего финансового статуса. Слишком на многое не рассчитывайте. Это 6 и 3. То есть это карты хорошие, но они более сработаны на перспективу. Вполне возможно, что вам предстоит выйти замуж за пока что не очень богатого человека. Например, если какой-то парень молодой, ваш ровесник, он, может быть, не успел еще заработать свой первый миллиард, но у него есть потенциал. И вместе с ним, с этим браком, вы получаете что-то, что потом подрастет, что-то, что будет потом расти. Это знаете, как тоже в этом фильме «Москва слезам не верит», да, есть же такой эпизод, чтобы выйти замуж, чтобы быть женой генерала, оказаться женой генерала, надо выйти за лейтенанта и помотаться по гарнизонам потом 20 лет за ним. Мне кажется, карты вам предлагают что-то подобное. Может быть, вам не нужно сразу сильно богатого мужчину искать и находить, а такого с потенциалом, который имеет желание, мысли, какие-то бизнес-идеи, и все в итоге получится. Но перемены вас ждут в любом случае. И в нужную сторону, не в обратную, не откат. Вот такое вот длинное письмо, но очень хочу вам его прочитать, потому что оно содержательное. И вот действительно это тот случай, когда я очень подключаюсь к эмоциям зрителя, потому что это боль, это Мари Денмар, по-моему, так называется это имя пользователя, да? Я замужем. Рыбы. Ну, это, наверное, знак девушки самой. Замужем за близнецом, итальянцем. В браке мы 3 года. Вначале все было как в сказке. Но после переезда в Италию и сразу после рождения ребенка все кардинально изменилось. Из сказки моя жизнь превратилась в кошмар. Тут прям хоть программу какую-то, да, такую новостную, 600 секунд снимаю. Вот. Я хочу развестись с ним, но он угрожает тем, что отберет сына. Докажет в суде, что я как мама 0, и все в таком духе. Он абьюзер, нарцисс, который наслаждается моими страданиями и болью. Я намерена, несмотря на сильный страх, идти на развод. И мой вопрос:
когда наилучшее время, даст ли он развод, чего мне опасаться, правда ли, что он может отобрать посуду нашего сына, вообще реалистично ли мое желание развестись, или это просто убегание в иллюзию о свободе от него, но на деле я не окажусь способной на этот шаг. Много сомнений, много вопросов, но в целом вот так объективно хочу сказать, а вы знаете, сколько, вы подумайте, что ваш вот этот вот абьюзер, муж итальянец, вполне возможно, что вас изначально пригласил на роль, ну простите, инкубатора, чтобы вы ребенка ему родили. Это дико звучит, но это частый случай вполне. Женщина не нужна, нужен ребенок, наследник, чтобы род продолжился и так далее. Для этого берется какая-то женщина, часто иностранка, потому что, знаете, вот в этих вот странах в Европе, в Западной Европе, в частности и в Италии, да, во Франции, законы негласно, конечно, гласно это запрещено, негласно все в пользу местных. Все в пользу граждан, коренных жителей и так далее. Все суды так действуют. Может, и в других странах тоже. И там это поголовно происходит. Мужчины разводятся с женщинами, иностранками. Женщина может быть откуда угодно, из Восточной Европы, России, Украины, там, я не знаю, из той же Болгарии, наверное. Вот. Такая женщина очень ущемлена в правах, уязвлена. Она как гастарбайтер, по сути, на правах гастарбайтера. То есть только кто-то приезжает улицы мести, а кто-то приезжает родить итальянцу ребенка и потом благополучно вернуться назад. Поэтому история, я думаю, она ужасная, то есть отвратительная история. Но вам надо постараться включить холодные мозги, прям вот, и очень аналитично, критично, что ли, эту ситуацию рассмотреть. Каждое его слово, каждый жест, вот его возможности, насколько он состоятелен, то есть насколько он вот этими ресурсами обладает, чтобы в суде доказать, что он как отец не ноль. Тут надо много думать. Скорее всего, консультироваться и с знающими людьми, с адвокатами. Это очень сложно. Один вопрос, 3 карты. Просто в целом ваш развод трудный, легкий, скоро или не скоро. Мы, конечно, вам желаем успеха в этом деле. 3 карты. Раз. Да. 3. Развода нету. Нет карт про развод, но тем не менее набор карт очень неплохой. 5 пентаклей говорит, что вы сейчас в этом браке, и даже в этом мужчине, хоть он и плохо для вас, нуждаетесь. У вас нет ресурсов сейчас, чтобы развестись. Материальных, юридических, может быть, эмоциональных даже нет ресурсов, чтобы развестись. Сейчас нарочно это затевать не нужно. К тому же есть шанс, что ваши отношения с мужем очень даже наладятся. Вот вы же пишете, что все было как в сказке, а сказки иногда возвращаются. Было как в сказке, это значит была любовь, то есть ваш муж и вы тоже испытывали какие-то понятные и сильные удовольствия, находясь рядом друг с другом. Сейчас по каким-то, может быть, техническим причинам неудовольствий больше, но они пройдут, и вы можете... Карты говорят, что разводиться не нужно торопиться уж точно, у вас нет сил, ресурсов, денег в первую очередь, чтобы адвокатам заплатить. Вот. Но, понимаете, но у вас есть шансы либо на то, что наладятся очень отношения ваши с мужем, наладятся, наступит ясность, вернется счастье, либо на то, что вы встретите, видите, здесь фигурная карта мужчин, либо у вас есть шансы на то, что вы встретите другого человека, понимаете, другого мужчину, на которого сможете положиться, и уже с его помощью, поддержкой, как бы с его подачи вы сможете более правильно и более уместно развестись. Вот надо лучше дождаться этого момента.
Хотя в браке, возможно, тоже не все так плохо, не все так безнадежно, как кажется теперь. Возможно, это такая поправимая ситуация. Дарья Толкачева описывает интересную историю. В моей жизни был роман с мужчиной мечты. Тот самый Джонни Депп. Именно такой мужчина, о котором мечтала всю жизнь. И свою слабую позицию в этих отношениях я понимала и принимала. Но мы расстались, отношения не сложились. Первое время вела себя как та самая Оля Рыжова. Пыталась вернуть, наладить, может, не отношения, но хоть общение. Понятно, что все пошло прахом. И полный игнор с той стороны. Поняв, что ждать мне уже особо нечего, писать ему перестала и переписку удалила, чтобы не было соблазна. Но в последнее время заметила, что он стал чаще реагировать на мои посты в соцсетях, даже пишет что-то сам. Напрасно надеяться не хочется, но все же вдруг не все потеряно. Знаю, как вы относитесь к возвратам к бывшим, но все же спросите у карт, есть ли у нас с Павлом совместное романтическое будущее. Я Скорпион, а Павел черт знает кто. 21 мая родился. Действительно, мы не знаем, кто он по солнечному знаку, пока мы не знаем место и времени рождения. И да, несколько позволю себе комментариев. Почему вы отказались от отношений, да, все, сложили руки, перестали бороться, писать и все. И он тут же возник, он тут же вами заинтересовался, пишет. Так всегда бывает. То есть это, знаете, такой универсальный пикаперский совет на самом деле. Если вас бросили, самое правильное и вообще единственное рациональное, что вы можете сделать, максимально отдалиться, исчезнуть, полностью выключиться из пространства и по возможности даже посредством каких-то духовных практик отключить мысли от этого человека. И он, как вы думаете, что у него же станет меньше энергии, ваша любовь, ваше внимание его же питает, он же отчасти на этом же живет, а тут раз у него этого топлива не стало, вы исчезли, он беспокоится, как это так? И все. Вот он начинает суетиться, начинает вас искать. Бывшие возвращаются только так. Только когда вы полностью исчезаете с горизонта. Стираете всю историю ваших отношений. Никоим образом не пишите, не звоните. Дистанцируйтесь на максимально далекое расстояние. Можно даже уехать. Вот и когда от вас совершенно перестанут поступать сигналы СОС, вот это вот пи-пи-пи, вот он станет писать, он про вас вспомнит, прибежит, приедет и все. Поэтому это всегда так бывает, да. Но для Дарьи вот мы такой задаем вопрос. То есть, есть ли у вас с Павлом совместное романтическое будущее? Ну да, вы Скорпион, он, значит, у нас на Куспиде родился на Куспиде 3-го дома, то есть у него смешанные очень характеристики. Не скажу, что чисто астрологически для вас это идеальная пара. Не скажу, это может быть человек, живущий совсем иными ценностями, интересными. Ну, что скажут карты для Дарьи? Раз, два, три. Хо! Однозначный, четкий и очень оптимистичный для вас идет ответ, Дарья. Да, не просто может быть, а у вас будет с неизбежностью совместное романтическое будущее с Павлом. Представляете? То есть, посмотрите, вас ждут в каком-то времени, я надеюсь, в скором, удивительные перемены между вами двоими. Меняется жизнь ваша и его, меняется расстояние между вами, меняется ваше общение. Для этого вы ни в коем случае ничего не делаете. И он, что интересно, тоже активно ничего делать не будет. Вот это все случится, объединяющее вас по воле судьбы. Смотрите, нулевой аркан и карта колесница. Это триумф и это перемены, которые, вы знаете, посылаются с неба. И здесь есть еще в результате вы, естественно, оказываетесь вместе.
И здесь есть еще королева Пентакли. То есть это карта жены в колоде Таро. То есть вам этот человек, ну или скорее Вселенная, его голосом предложит роль жены для него. То есть вам вот это вот предстоит. Ну а дальше захочется вам эту роль принимать или нет, и как долго вы пройдете, насколько до перемены, понимаете, перемены есть, совместное будущее романтическое есть, но оно может быть, знаете, как недолгим, потому что в конце концов и вы, получив желаемое, можете потерять интерес к Павлу. Правда? Мы только читали комментарий такого плана, да? О переходе в сильную позицию. То есть, да, есть романтическое будущее, долго или нет, пока не знаю. Но все равно счастливая такая радостная история. А я благодарю всех, кто набрался этого адского терпения и досмотрел программу до конца. Я вам очень признательна. Всех люблю. Увидимся.